Итак, всем привет на канале Беларусь Германии. Тема сегодняшнего видео будет страх переезда или страх перемен. Для меня переезд это и была самая огромная такая вот перемена в нашей жизни, именно вот переезд в другую страну, и это вызывало страх. Скажу вам честно, для меня это видео, запись этого видео был незавершенный гештальт в течение 2 недель. По логике, переезд это перемены. Перемены всегда вызывают страх, тем более такие глобальные. И вот тут начинается самое интересное. Покидание зоны комфорта. Это любимейшая тема всех психологов. Просто покиньте зону комфорта, развивайтесь. Так ли это легко сделать, а? Давайте-ка про это поговорим. Я долго думал, как это видео подать, потому что это какой-то гештальт для меня был. И сначала думал какие-то советы, что-то возражения отработать, которые в голове у всех рождаются больше всего. Потом подумал, советы давать это странно, потому что у каждого разное мнение. И для кого-то то, что для меня приемлемо, для кого-то это вообще нелогично и не может быть даже обдумано. Если вы думаете, что нам было не страшно, нам было ужасно страшно, нам тоже было что терять, у нас 2 детей, у меня была работа, у жены была работа, но несмотря на это мы сделали этот шаг. Чаще всего боязнь перемен тесно связана со страхом неудачи и ошибки, глубоко заложенная в нас еще со школьных времен. Но сделав первый шаг, становится понятно, что большинство страхов иррациональны, и они не имеют ничего общего с реальностью. Часто можно услышать такие возражения, как «мне уже не 18 лет, мое время прошло, да кому я там нужен, хорошо там, где нас нету» и тому подобное. Но если реально подумать, то это отговорки, в которые вы начинаете все больше и больше верить, потому что постоянно их слышите вокруг себя. И тут самое главное остановиться и подумать, а от кого я это слышу. Да, и тут начинается самое интересное. В основном мы эту информацию получаем от тех, кто сами этого не делали, не проходили этот путь. Поэтому, когда мы задумались о переезде, и уже все ближе и ближе подходили к этому решению, мы перестали слушать тех людей, которые этого никогда не делали. И вам советую сделать то же самое. Слава богу, на то время у нас уже были друзья, которые уехали жить в Америку, в Германию. В общем, люди уже уехали из Беларуси и жили в других странах. И именно их мы слушали. Изначально наша цель была эмигрировать в Америку. Про Европу мы только слышали постоянно что-то плохое, что там много криминала, там нет работы, вы там никому не нужны и все тому подобное. Так что на тот момент у нас в голове была создана категория, которая ассоциировалась только с негативом в отношении Европы. И сейчас я понимаю, что мы это все слышали от тех людей, которые не делали этого или опустили руки на полпути. А потом у нас получилось поехать в отпуск в Германию. Не как туристы, мы поехали к Колиному другу, который вместе с ней учился в университете. А потом он переехал в Германию. Я, кстати, рассказывал это в одном из видео, ссылочку где-то оставлю здесь. И именно тогда мы поменяли свое мнение о Европе в целом, о Германии. Потому что мы за то время, пока находились в Германии, мы узнали о тех минусах, плюсов, которые здесь есть. Я бы мог долго рассказывать о тех ситуациях, когда мы были чему-то удивлены или шокированы, наоборот, каким-то вещам, что на нас просто был для нас страх, ужас, как такое может быть. Но это займет столько времени, что как-нибудь именно отдельно я про это расскажу. Потом мы вернулись домой с бардаком в голове, мы не знали, что делать, но мы обладали достоверной информацией, поэтому принять решение было уже намного проще. Если вы сомневаетесь, всегда есть один проверенный, надежный старый способ. Это лист бумаги и ручка. Это работает всегда, когда вы не знаете, что же выбрать из 2 вариантов. Рассказываю, вы берете лист бумаги, пишете 2 своих варианта. И каждый вариант делите на 2 столбика, где пишете плюс и минус. В итоге вы выписываете все плюсы и минусы того варианта, второго варианта. И в итоге смотрите, где больше оказалось плюсов, значит это ваше. Все очень просто. Вот так примерно выглядел тогда наш листок. Беларусь, Германия, плюсы и минусы. В итоге мы приняли решение, и сейчас мы живем в Германии.
конце этого видео. Боясь всего нового, мы не понимаем, что именно перемены делают нашу жизнь более живой. Именно преодоление трудностей, достижение целей делают нас счастливыми. Поэтому не бойтесь делать ошибки, используйте проверенные источники и всегда принимайте решения сами, не давайте это делать другим за вас. Так что всем спасибо за просмотр данного видео и за лайки, которые вы поставили. Ну, может, дизлайки, кому, конечно, понравится. Пишите комментарии, задавайте вопросы, комментируйте вот именно это видео, как оно вам зашло. Как бы вы эту ситуацию преподнесли со своей стороны, может, вы тоже уже человек, который переехал, как бы вы это сделали. Будьте всегда позитивными, верьте в себя, ну и до новых видео. Пока!